Что вообще это такое? Вы серьезно? Это уже не просто охлаждение. И сейчас ты поймешь, почему. И ты только посмотри на это. Даже коробка здесь уже часть идеи. И становится сразу понятно, что это делали не только ради температуры. Давайте мы с вами распакуем эту красавицу. И я вам ее покажу. И более детально вам все о ней расскажу. Снимаем нашу защитную накладочку. Прошу вас оценить. Сверху аккуратно запакован наш L-образный экранчик. Сверху у нас лежит еще одна коробочка. Давайте посмотрим и изучим содержимое этой коробочки. Прошу вас оценить крепление под все современные сокеты Intel, AMD. И извлекаем с вами саму нашу мику. Блин, слушайте, она тяжелая. И достаем еще из одной черной коробочки уже саму нашу SGO. Слушай, это уже не похоже на просто охлаждение. Это похоже на ту вещь, вокруг которой строится вся сборка. И вот здесь начинается самое интересное. 6,6 дюйма, изогнутый AMOLED-экран. Это даже больше, чем у некоторых смартфонов. Asus такие, а давайте поставим его на водянку. А почему бы нет? Обычно ты покупаешь SGO ради чего? Температуры, тишина, надежность. А тут Asus сами не говорят, что это самая холодная SGO. Они говорят другое. Это центр внимания твоего ПК. По начинке здесь используется помпа Asetek Emma Gen 8 V2. Это уже проверенная платформа, которую Asus ставит на свои топовые SGO. По вентиляторам здесь стоят фирменные ROG MF12C RGB. 3 вентилятора по 120 мм. Высокое статическое давление. То есть это не просто подсветка, а нормальные вентиляторы под радиатор. Радиатор классический 360 мм алюминиевый с медным основанием на водоблоке. В целом здесь все сделано на стабильной и понятной базе, без сюрпризов и без экспериментов. То есть она справляется с топовыми процессорами без проблем. Но давай честно, есть SGO холоднее, есть дешевле, но ни одна из них не выглядит вот так. Эта покупка не по характеристикам, это когда ты собираешь комп и думаешь, я не хочу просто мощную систему, я хочу, чтобы она выглядела вау. Это не история про лучшую SGO, это история о том, какой ты хочешь видеть свою сборку.